Простой батон из доступных ингредиентов получается безумно воздушным и мягким. После такого хлеба в магазин вы уже не захотите. Для хлеба нам понадобится цельнозерновая мука, простая универсальная, вода, яйца, дрожжи, сливочное масло, мелкозернистый сахар и соль. Первую часть, заварную основу, можно сделать с вечера. По сути, это мука, залитая кипятком. Я ее размазал по стенкам, чтобы быстрее остыла. Далее все просто. Вода, яйца. Часть яйца я, кстати, оставил для помазки сверху и соли присыпал, чтобы оно разжижилось и более оранжевым стало. Если миксером тесто будете месить, то соль сразу можно добавить, а если руками, то лучше, конечно, в конце, так как она стягивает тесто, напрягая глютен, и попросту будет тяжелее месить его. Добавляю остывшую заварку и кусок старого кислого теста из холодильника. Если его нет, то это не беда. Оно для такой легкой кислинки в хлебе и аромата. Ну и чуток дрожжи лучше работают из-за кислоты. Это из той же оперы, если слышали про добавление уксуса в тесто. Муку как основную я использовал простую универсальную. Можно и хлебную. С тестом будет проще работать, но хлеб будет тяжелее. На данной стадии я просто все перемешал и убрал в холод на полчаса. Так тесто расслабится, глютен напитает воду, потом легче и быстрее можно будет качественно развить клейковину. Если будете еще что-то печь на неделе или те же оладьи делать, то отщепите кусочек теста и в холод уберите. Это и будет вашим спелым кислым тестом. Но если так и не пригодится, не выкидывайте, а просто в морозилку положите и на Пасху куличей напечете. Температуру желательно контролировать, так как миксером очень легко перегреть тесто, а это ухудшает качество глютеновых связей. Хлеб может поплыть. В самом конце добавляю охлажденное масло, чтобы тесто дополнительно охладить и чтобы не мешало развитию глютена. Еще желательно добиться глютенового окна. Хлеб тогда как губка получается, но это не обязательно. На вкус это никак не влияет. Далее надо округлить тесто. Это делается для натяжения глютеновых связей. Но так как оно липкое, то используйте воду, чтобы к рукам и к инструменту не прилипало. Можно и растительное масло, но это влияет на баланс и вкус в рецепте. Для расстойки, особенно зимой, я использую духовку с включенной лампочкой. Летом тесто бывает и за 45 минут подойдет, а зимой и 3 часов не хватает. Одной обминки для такого теста достаточно. Оно делается с целью растяжения клейковины, уравнивания внутренней и наружной температуры и стабилизации ферментативных процессов. Готовое тесто должно быть мягким и воздушным, таким дышащим, живым, с пузырями. Его надо разделить на 2 заготовки, примерно по 450 грамм. Но по желанию можно и один батон сделать. Я всегда 2 делаю, чтобы один сразу съесть, а другой в морозилку. При делении и округлении важно не перепутать верх и низ теста. Более липкий и неказистый — это низ. А еще можно липкие края защипить для удобства. После каждой манипуляции важно дать тесту полежать, отдохнуть минут 10-15, чтобы оно расслабилось, тогда с ним легче работать, оно не такое резиновое. Скручивать я буду 2 типа. Один как багет, он скручивается вдоль и более длинный. А второй как батон. Скручивается поперек, и он более высокий и короткий получается. Расстойку перед выпеканием я делаю на пекарской бумаге, подпирая по бокам скрученными полотенцами. Это чтобы заготовки не поплыли. Увеличенные в 2,5 раза заготовки смазываю яйцом, делаю надрезы
под углом 45 градусов. Так они получаются более красивые, с таким гребешком. Тесто может тянуться и плохо надрезаться, поэтому важно его придерживать пальцами, как бы натягивая его. В духовку я подаю пару, чтобы на поверхности хлеба образовался конденсат, который замедлит образование корки и позволит хлебу больше увеличиться в объеме. Остужать, конечно, лучше на решетке. Это чтобы снизу не сопрел. И накрывать ничем не надо, так как в корке еще происходят термопроцессы. А накрыв, вы сместите точку росы внутрь хлеба. Это ухудшит его качество и срок хранения. И напоследок я добавлю, что смысл заваривания муки заключается в том, чтобы улучшить усвояемость, сделать вкус более сладким, без добавления дополнительного сахара. И главное это сделать хлеб особо мягким, как губка, более влажным и не крошащимся. А с технологической стороны это улучшает брожение, замес теста и срок хранения хлеба.